Tra la la tra la tra la la. Южная Корея – страна постоянного прогресса, но на самом гребне технологической волны находится компания Samsung. Именно их смартфоны на платформе Android сейчас не только наиболее популярные и массовые, но и самые инновационные. И вот на задорную презентацию в Нью-Йорке с танцами, песнями и детскими номерами компания Samsung представила долгожданный флагманский смартфон Galaxy S4. И вот спустя пару недель телефон в моих руках. Да здравствует новый король! Дизайн четверки практически повторяет предшественника Galaxy S3, самого продаваемого Android-смартфона 2012 года, и имеет похожие округлые формы. Из внешних отличий на пластике, поликарбонате, теперь красуется узор в сеточку, а торцы, кажется, стали металлическими. А впрочем, нет, и тут пластик. Но производитель уверяет, что качество материалов значительно улучшилось, и проблем с корпусом тут не будет. Samsung не пошел по пути лапотизации, и несмотря на увеличенный экран, смартфон стал уже. Как они это делают? Казалось бы, пару миллиметров, подумаешь, но он действительно лежит в руке гораздо удобнее, еще и благодаря уменьшившейся толщине. А теперь главный элемент дизайна – дисплей. Сразу видно, кто тут главный. Рамки вокруг него исчезающе малы, и иногда кажется, что вы взяли в руки не полноценный смартфон, а просто экран. Некоторые говорят, что нельзя просто так взять и скукожить Full HD телевизор до 5 дюймов. Samsung же отвечает: там можно. Экран Galaxy S4 с разрешением 1920 на 1080 и плотностью пикселей 441 точка на дюйме. Он выполнен по традиционной для Samsung технологии Super AMOLED HD и с традиционным же расположением пикселей по схеме Pentile. Не слушайте людей в моноклях, которые говорят, что видят тут пикселизацию. В SGS 4 ее тут нет и быть не может при такой-то плотности пикселей. С помощью технологии Glove Friendly управлять сенсорным дисплеем можно в перчатках. А судя по нашей погоде, актуальность данной фичи сложно переоценить. Расположение кнопочек и разъемов здесь такое же, как и в Samsung Galaxy S3. Единственное отличие: на верхней грани добавили инфракрасный порт для управления телевизорами и другими бытовыми устройствами. Под задней крышкой расположился аккумулятор со встроенным NFC-датчиком, слоты для карт microSIM и microSD. Крышка сделана из очень тонкого пластика, скрипов и потрескиваний нет и в помине. Также в продаже будет крышка для беспроводной зарядки, но она утолщает телефон на пару миллиметров. В зависимости от рынка продаж, Samsung Galaxy S4 может комплектоваться одним из двух процессоров – 8-ядерным Samsung Exynos Octa, либо 4-ядерным Snapdragon 600. Украина попала в список счастливчиков, и к нам будут поставлять модель только с 8-ядерным процессором. Признаюсь, очень волнительно ощущать такую мощь в руках. Как представлю, что все эти 8 ядер одновременно трудятся в таком маленьком корпусе. На самом деле Samsung ввел в четверке посменное дежурство, и одновременно все 8 ядер активными не бывают. Когда вы используете Galaxy S4 как телефон и не особо его нагружаете, работают 4 маломощных энергоэффективных ядра, тем самым экономя заряд батареи. Но стоит вам запустить ресурсоемкое приложение, как в игру вступает здоровенное и мощное старшее ядрища, отбирающее у своих хилых коллег непосильную для них нагрузку. Такой подход называется Big Little, и благодаря этому мы имеем не только безоговорочного лидера по производительности, но и очень достойную автономность. От батареи смартфон проработал чуть дольше, чем Galaxy S3. С учетом того, что в четверке все улучшилось, и производительность, и диагональ с разрешением экрана, это просто отличный результат. Трехъядерная графика PowerVR SGX 544 обеспечивает высокие FPS в любых играх, и тех, что доступны сейчас, и тех, что выйдут в ближайшие пару лет, настолько велик запас. Работает смартфон очень быстро, задержек практически нет, а единственное, что может заставить его притормаживать, это установка тяжелых анимированных обоев. Объем оперативной памяти 2 гигабайта. Забудьте как страшный сон про перезагружающиеся вкладки в браузере и перезапуск игр и приложений после ответа на телефонный звонок. Камера во всех смартфонах Galaxy S отлично снимала и была эталоном. S4 оснащен 13-мегапиксельной основной камерой и 2-мегапиксельной фронтальной. В отличие от конкурентов с 13-мегапиксельными модулями, он точно вас не разочарует. Качество снимков при хорошем освещении отличное и на данный момент является лучшим среди всех смартфонов.
В темноте снимки теряют свои лидерские позиции, но в целом выглядят очень хорошо. Вот бы сюда еще оптическую стабилизацию, и тогда бы мы получили безоговорочного лидера и в этой области. Съемка видео, конечно же, может вестись в Full HD качестве, причем для обеих камер. Громкость динамика осталась на том же уровне, что и у S3. Вызов достаточно легко пропустить, да и музыку с друзьями на переменах или у подъезда не послушаешь. Компания Samsung всегда уделяла программной части своих смартфонов не меньше внимания, чем аппаратной. Galaxy S4 – один из первых смартфонов, работающих на Android 4.2.2. Кроме того, здесь в очередной раз была переработана фирменная оболочка TouchWiz. Продолжая природные мотивы, на экране разблокировки нас встречает солнечный лучик. А вот в панели уведомлений появилось просто невероятное количество переключателей, спрятанных в дополнительную кнопку. Но главное, в Galaxy S4 появилась целая охапка разнообразных и необычных фишек, которые способны удивить окружающих и облегчить вам жизнь. Можно магией, не касаясь экрана, ответить на звонок, листать фотографии и музыкальные треки. Люмос! И заблокированный телефон загорится, чтобы отобразить волшебнику свое состояние. Дамблдор был бы вами доволен. И еще немного магии. При поднесении пальца к экрану появилась функция предпросмотра. Например, можно взглянуть на фотографии в галерее, не открывая ее. Но тут надо приноровиться, иначе слишком легко просто ткнуть в экран. В редакторе фотографий появилась возможность быстро удалить нежелательные объекты снятого фото. Теперь никто не сможет влезть в кадр между вами и Эйфелевой башней и все испортить. Galaxy S4 может автоматически создавать альбомы из ваших фотографий и видео, например, собрав вместе все снимки и ролики из отпуска или поездки. А потом очень красиво их показывать. Видал такой iPhone? Функция Sound and Shot позволяет сопровождать фотографии звуком. Очень здорово, когда просто фото мало, а снимать видео не хочется. Забавная функция Dual Camera позволяет снимать фото или видео сразу с двух камер телефона, чтобы все знали, какое у вас было выражение лица, когда вы впервые увидели двойную радугу. С помощью Samsung Smart Pause смартфон будет следить за вами, когда вы смотрите видео, и автоматически нажмет на паузу, если вы отвернетесь. Видео снова начнет воспроизведение, когда вы посмотрите на экран. Ха! Теперь вы не сможете не досмотреть тот скучный ролик, который так рассмешил вашего коллегу. Функция Samsung Smart Switch поможет вам быстро перенести все данные со своего старого телефона, кстати, не только Android, на новенький Galaxy S4. Голосовой переводчик S-Translator может переводить все, что ему скажет, на какой-нибудь иностранный язык и обратно. К сожалению, ни русский, ни украинский пока не поддерживаются, но будут добавлены в ноябре. Group Play может объединить до 8 устройств Samsung для совместного прослушивания музыки, игр, либо просмотра видео по Wi-Fi или NFC. Samsung утверждает, что тем, у кого есть Galaxy S4, врач, персональный тренер не нужны. А все дело в том, что телефон способен не только измерять температуру, влажность, давление, считать шаги, но и с помощью дополнительного аксессуара следить за вашим пульсом. А приз за самый оригинальный аксессуар получают весы, которые передают данные об изменении вашего веса в смартфон. Что ж, теперь вряд ли кто-то сможет крикнуть из толпы, а король-то голый. У компании в очередной раз получился практически идеальный смартфон, в котором-то и передраться особенно не к чему. Ну, разве что если ваша фамилия Ржавчина и вы жить не можете без металлического корпуса. Да, еще максимальная яркость экрана все-таки могла бы быть и повыше. Программные фишки, на которые так напирает производитель, в целом работают неплохо, но к ним нужно привыкнуть, и тогда они действительно смогут облегчить вам жизнь. Поначалу же они скорее мешают. В остальном же это смартфон-мечта, который с нетерпением... Что-то пискнул. Ладно. В остальном же это смартфон мечта, который с большим нетерпением ожидают во всем мире. Он пищит. В остальном же это смартфон мечта, который с большим нетерпением ожидают во всем мире. Итак, да здравствует новый король!